Приветствую вас, друзья! В этом видео мы рассмотрим, как заставить работать вашу видеокарту на полную катушку на примере вычисления суммы огромного массива в компьютер-шейдерах WebGPU. Узнаем, что такое редукция, как работать с локальной памятью в шейдере, разберем как теоретическую часть, так и сам код. Также я еще обновил страничку на GitHub, где описал все предыдущие демки свои. Такой вид сейчас это все имеет. Симпатичный. На момент публикации ролика здесь будет и ссылка на текущее видео. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте писать комментарии. Итак, приступаем. Для примера возьмем массив из 16 элементов и размер рабочей группы в 8 потоков. Таким образом, для того, чтобы обработать весь массив, нам понадобится запустить две рабочие группы. Для ускорения мы будем использовать локальную память шейдера. Своеобразный кэш на стороне видеокарты, который должен будет ускорить нашу работу в вычислениях. Для этого выделим размер локальной памяти, равный размеру рабочей группы. После чего каждый поток копирует данные в определенную область локальной памяти. Скопировали. После этого мы уже будем работать непосредственно с самой локальной памятью. Здесь мы запускаем цикл, в котором обрабатываем данные из Local Memory попарно. Один поток складывает значения двух элементов. Делаем это так. Берем размер рабочей группы и делим его на 2. В нашем случае это 8 потоков. Делим на 2, получаем 4. Это 4 потока. Это количество потоков, которые будут считать суммы элементов. И отступ, по которому потоки будут брать данные для смещения. Картинка. Вот так. То есть нулевой поток берет данные с нулевой ячейки и с нулевая ячейка плюс offset. То есть в нашем случае offset равен половине массива 4. То есть 0 и 4. Нулевой и 4 элемент. И кладет полученный результат в нулевую ячейку. Первый поток берет из первой ячейки и 1 плюс 4, 5 с 5 и кладет в первую ячейку. Так. После первого цикла мы получаем сумму всей группы, но уже из 4 элементов. Все это сложили. Дальше остальные данные, которые будут в этом хвосте массива, нас уже не интересуют. Сумма массива посчитана в первых 4 элементах. Так. Тогда мы еще раз делим наш offset на 2 и повторяем это еще раз, но уже для части массива вдвое меньше. И так делаем до тех пор, пока не останется один элемент массива. И именно этот элемент мы и запишем как результат в исходящий буфер по номеру рабочей группы. Если мы сейчас вернемся на первую картинку, вот у нас две рабочие группы, и каждая рабочая группа должна вернуть одно значение. В итоге мы получим массив из 2 элементов. После чего нам нужно будет перезапустить нашу программу по новой, но уже не для 16 элементов, а для 2. Таким образом нам понадобится всего одна рабочая группа. Посчитали значение для 2 элементов, вернули, остался один элемент, это и есть наш результат. Рассмотрим код программы. Стандартную инициализацию WebGPU мы не будем рассматривать, перейдем сразу к самому интересному. Размер рабочей группы я взял 8, размер массива будет 1024, генерируем массив, считаем его на процессоре просто для теста, для сверки, что у нас данные на процессоре и на видеокарте должны совпадать. Это, как выяснилось, при тестах не всегда так. Например, если мы считаем флоты, float32 array, то в таком случае, вот вверху я выделил пример, в котором видеокарта не может корректно посчитать значения, так как пишет ChatGPT и его младшие братья,
Это связано с точностью значений с плавающей точкой на видеокарте. Но при этом на процессоре таких проблем нет, но на видеокарте при данных исходном массиве результат будет некорректный. Просто имейте это в виду, с целыми числами таких проблем нет. Ну, мы сейчас будем не про проблемы с Flow32 говорить, а в общем рассмотрим алгоритм редукции на видеокарте. Итак, записываем, как я уже сказал, в массив целых чисел. Записали, посчитали его длину, отдельно указали длину массива. Это нам нужно для того, чтобы в шейдере корректно высчитать количество workgroup. Сам шейдер рассмотрим несколько позже. Переходим к самому интересному. Итак, нам для того, чтобы запустить наш шейдер, нужно вычислить несколько значений предварительно. Первое — это сколько циклов, сколько самих workgroup нужно будет запустить. В итоге считаем таким образом. Первое, мы высчитываем тот массив, размер массива, который нам нужно посчитать. Ведь у нас массив каждый раз будет уменьшаться. Вот если мы здесь посмотрим, да, у нас первая итерация, у нас был 16 элементов, вторая, и нам нужно 2 рабочие группы, вторая итерация, у нас уже 2 элемента, и нам будет достаточно 1 рабочей группы. Поэтому изначально мы высчитываем длину массива на данной итерации, которую нам необходимо посчитать. Делаем это следующим образом. Берем исходный размер массива, делим на размер рабочей группы, возведенный в степень текущей итерации. Первая итерация будет нулевая, и этот результат, да, размер рабочей группы, возведенный в нулевую степень, вернет единицу. Делим на размер массива, в итоге получаем тот исходный размер массива и получаем. То есть 1024 это размер массива на первой итерации. На второй итерации, когда у нас уже будет степень 1, мы уже будем делить 1024, разделим на 8. Следующая у нас будет итерация, это двоечка, то есть 8 на 8 64, будем делить 1024 на 64, соответственно. И так у нас размер этого массива будет каждый раз уменьшаться. Размер того массива, который мы в данный момент суммируем. Посчитали размер массива, записали длину массива, это будет юниформа, в которую мы будем смотреть в шейдере. Диспатч — это количество рабочих групп, которые нужно запустить на данной итерации. Еще раз, здесь 2 рабочие группы, которые полностью охватывают размер массива. Следующая итерация, вот здесь, 1 рабочая группа, тоже 8 потоков. Ну, здесь 2 элемента, остальные элементы будут заполнены нулями, и результат будет верный. Так, как высчитываем этот диспатч? Размер массива делим на количество рабочих групп. Все просто. Записали это в юниформу, отправили на видеокарту. Goodbye. Здесь, в этой строчке, мы выбираем текущую байнд-группу для конкретной итерации. Зачем нужно выбирать байнд-группы и чем они отличаются? Отличаются только тем, что у нас массивы, не массивы, а буферы, в которые мы пишем результат. При первой итерации у нас буфер выступает источником, буфер 0, а буфер 1 это буфер, куда мы пишем результат. При второй итерации мы меняем их местами и делаем все то же самое. Получается, что если мы вот эти вот оранжевые куски будем рассматривать как буферы, ну это и есть буферы,
на нашей схеме, то выходит так, что этот, который большой, 16 элементов, это у нас источник в первом цикле. Вот эти два – это результат. Потом мы их меняем местами, и у нас получается, мы берем эти два как источник и пишем результат в этот буфер, который у нас, в котором раньше было 16 элементов. Для этого нам и нужна эта строчка, где мы будем менять местами буферы. Называется этот прием пинг-понг. Дальше создаем сам compute path, передаем туда все значения, которые мы посчитали выше. Так, compute path, смотрим, что у нас здесь. Ну, тут ничего особенного. Создаем compute path, передаем туда pipeline, передаем bind группу и диспатч. Сколько раз мы запускаем наши рабочие группы. Переходим к шейдеру. Самое интересное. Итак, размер локальной памяти. Размер локальной памяти выделяем точно такой, как и размер рабочей группы. То есть зеленую штуку выделяем как 8 элементов. Выделили. Так, теперь проходим по каждым потоком проходим по нашему массиву и записываем данные из входящих данных по глобальному ID, записываем в local memory по локальному ID. Итак, показываем, что же это означает. Ну, здесь в первой workgroup у нас локальные ID будут совпадать с глобальными, но когда мы запустим вторую workgroup, то здесь у нас получится, что это у нас 8, это 9, это 10 и так далее. А локальные элементы, давайте вот таким светом, локальные будут 1, 2 и так далее. И мы, получается, берем по глобальному номеру, записываем в local memory по локальному номеру. Записали. Не забываем установить барьер. Барьер нужен для того, чтобы быть уверенным, что все потоки успели записать данные в локальную память. И выходит так, что если у нас какой-то из потоков опаздывает, мы устанавливаем здесь барьер. И до того, как начинаем считать данные в локальной памяти, мы ждем, пока все потоки запишут результат в local memory. И когда мы обрабатываем локальную память, мы уверены, что все данные уже там корректны. Есть. Теперь редукция внутри workgroup. Самое страшное, самое интересное, и, собственно, все ради этого было затеяно. Размер рабочей группы мы делим на 2. Здесь это смещение на 1 бит, что то же самое, что и разделить на 2. Получаем offset. При первой итерации это будет 4 элемента. Проверяем, что offset больше 0. Так как в итоге мы к нулю придем, это уже значит мы все посчитали. Локальный ID меньше offset. Зачем это нужно? Так, это нам нужно включить другой слайд. Вот когда мы здесь обрабатываем попарно значения, то вот эти элементы, вот эти вот, они нам уже не нужны. Получается, что если мы дошли, если у нас при первой итерации будет 4 потока задействовано, offset будет 4, то если у нас локальный ID меньше, чем 4, мы работаем с этими потоками. Если больше, то эти потоки мы отбрасываем. Они нам не нужны, нам достаточно первых 4. Есть. Берем данные из
локальной памяти по локальному ID и из локальной памяти плюс локальный ID плюс offset. Это вот эта штучка как раз. Этот и этот элемент мы берем и складываем их. Результат кладем в значение, которое соответствует первому элементу, да? Первому в этой паре. Есть. Дальше снова делим offset на 2. Устанавливаем барьер, чтобы все потоки успели посчитать свои данные. И повторяем весь этот результат, но уже... не так. Мы же здесь делим offset на 2. Получается, он был 4, а станет 2. Вот так. И вот так. Сделали, посчитали. В итоге, когда у нас цикл закончился, результат по всей workgroup у нас будет лежать в локальной памяти по индексу 0. Это результат суммы всей workgroup. Наш мастер-поток, нулевой в нашем случае, записывает данные из локальной памяти в исходящий массив по номеру, глобальному номеру рабочей группы. По workgroup ID. Это у нас на нашей схеме, на самой первой. Сейчас мы включим это все дело. Так, чик-чик. Вот. Получается, в массив, который у нас исходный, результирующий массив, получается, мы кладем результат первой рабочей группы. Так, где он у нас? Сюда, потому что workgroup это 0, это workgroup 1, сюда. Есть, все записали, все окей, идем дальше. И здесь, в итоге мы получили массив в 2 раза меньше. В нашем случае даже не в 2 раза меньше, а меньше, это мы должны поделить размер массива на размер рабочей группы. 1024 делим на размер рабочей группы, получаем после первой итерации массив размером 128 с общей суммой, которая соответствует сумме элементов исходного массива. И дальше мы делим на 8 еще раз, 16 элементов, делим на 8, получаем 2. И здесь при 2 элементах мы запускаем одну рабочую группу. Первые 2 элемента, те, что нас интересуют, остальные 6 это нули. Общий результат будет тот, что нам и нужен. Вот все. Такое видео получилось у нас сегодня. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч в эфире.